Когда я пишу эти строки, я сомневаюсь, делать прививку или нет. Поэтому я решил разобраться в этой теме так, как умею. Это нормально, когда у тебя есть сомнения, но в этом деле очень важно глубоко погрузиться в вопрос, а не слушать двоюродного брата внучатой племянницы забытого старого друга, который сказал, что... Сразу скажу, что заметил один серьезный побочный эффект от вакцинации. После прививки у пациента наблюдается повышенный уровень чувства собственной важности, всплески нравоучений и неконтролируемое желание назвать всех непривитых фанатами теорий заговора. Но я считаю, что это радикализм. Это очень однобоко в нашей российской реальности делить людей на продвинутых красавцев и средневековых идиотов. Я думаю, что групп в обществе на самом деле больше, их 5. Первые – сторонники теории заговора. Это как раз про чипирование, вышки 5G, золотой миллиард и про это вот все. Вторые – антивакцинаторы. Это люди, которые по своим причинам против вообще всех вакцин и подобную практику не признают. Один из аргументов может быть, что лучше уж переболеть природно, чем колоть всякую химию. По иронии судьбы, самая первая прививка была как раз природной. Мы делали об этом выпуск на другом канале. И вот удивительно, но химия от оспы была куда безопаснее природной вариоляции. Третье. У нас еще есть те, кто не против всех вакцин. Pfizer и Moderna с радостью бы привились, а вот к отечественным доверия нет. Оно и понятно. Есть еще четвертые, это обычные люди, которые, да просто нормальные люди, живут, работают, и все эти инфосрачи в интернетиках им до лампочки. Ну и уже пятые люди, которые сделали себе укол одной из 3 вакцин российского производства. Вы пока определите себя к какой-то группе, а мы начнем поиск ответов. Вот мы входим в мир, где ограничения становятся цикличными. Новые штаммы будут периодически отправлять нас на удаленную работу, а современный мир становится все более автоматизированным благодаря нейросетям. Они помогают роверам доставить еду, определяют ковид по снимку легких, да даже марсоходы сажают. Поэтому во многих секторах экономики требуются специалисты Data Science, и спрос на них высок и платят приличные деньги. Подготовиться к будущему можно в онлайн-школе Skill Factory. Почему именно они? Школу успешно прошли 6000 человек, многочисленные положительные отзывы это подтверждают. На курсе представлена авторская программа, а преподаватели практики из Яндекса, Nvidia и Eora. Они прокачают вас до middle спеца, и после обучения можно претендовать на ЗП от 170 тысяч рублей. Вы с нуля научитесь программировать на Python, анализировать данные, создавать искусственный интеллект, обучать нейронные сети и поможете бизнесу принимать верные решения. На курсе есть возможность самому регулировать нагрузку обучения и даже ставить на паузу, если собираетесь в отпуск. 80% обучения — это практика и отработка знаний на реальных кейсах. Их можно будет положить в портфолио, которое покажете при трудоустройстве. С ним тоже помогут в Skill Factory. Прямо сейчас переходите по ссылке в описании. Я договорился со Skill Factory, чтобы дать вам максимально возможную скидку 45%, которая будет действовать по промокоду GAP. Поторопитесь! Давайте вспомним базу, ведь только после понимания фундамента можно делать вывод. Сама суть вируса – это генетическая информация, РНК. Вирус живет с одной целью – засунуть свою РНК в нашу клетку. Ух, эти вирусы думают только одним местом. Когда он подкатывает к клетке, начинают работать его шипы. Именно с их помощью он связывается с клеточным рецептором. Проще говоря, шипы — это ключ, который подходит к замку нашей клетки. Затем ключик поворачивается, вирус проходит, скидывая всю информацию в нашу клетку, и она начинает работать уже не по стандартной программе, полезной нам, а приступает к производству вирусов и порче нашего здоровья. С течением времени наш иммунитет научится бороться с вирусом. Все бы ничего, если бы в 2% случаях мы не умирали бы, а в 5% нас не подключали бы к ИВЛ. Такие негативные исходы уже известны, но вот долгосрочные последствия пока изучены слабо. Уже ввели понятие «постковидный синдром», когда человек вроде бы выздоровел, а негативные последствия остались. Это хроническая усталость, одышка, боли в суставах, депрессия, а еще помните же, что запах пропадает. Сам факт отключения запахов не говорит ни о чем хорошем, потому что запах пропадает не от того, что вирус затыкает нам нос, а от того, что какого-то черта вирус влияет на мозг.
наша обонятельная луковица связана с гиппокампом, который участвует в переводе кратковременной памяти в долговременную. Поэтому может наблюдаться нарушение когнитивных способностей. Иными словами, люди чувствуют себя тупыми. Поэтому уже проводят исследования о возможных рисках деменции. В общем, то, что называли «не страшнее гриппа», имеет очень мощный арсенал. Меня лично пугает влияние на мозг. Как выпуски-то пилить. Мало того, что отупел, так еще и депрессию словил. Если уж делает тупым, то делал бы хотя бы счастливым. И чтобы не подключаться к ИВЛ, чтобы не подвергать урону свой мозг и легкие, люди придумали вакцину. Взяли богомерзкий вирус, отрезали все к хренам, кроме шипов. Вы хотели сказать, что из РНК вируса извлекается генетический материал, кодирующий S-белок изначального штамма? А ну-ка не лезь сюда, нас же дети смотрят. Так вот, взяли, значит, эти шипы, которые, как вы помните, являются ключами к нашим клеткам. Самой сути РНК там нет. Шипы эти насадили на транспорт, который умные люди называют вектором. Транспортом выступает импотентный аденовирус, который обычно вызывает ОРВИ, и все это отправили в наш организм. Импотентный, потому что отключили аденовирусу возможность размножаться, но оставили возможность проникнуть в клетку. Затем клетка начинает производить только не сам вирус, а шипы. За это время тренируются снайперы, которых умные мира сего называют нейтрализующими антителами. Они присматриваются к этим чужеродным частицам, прицеливаются и, в конечном счете, хорошенько обучаются их распознавать и подстреливать. Затем подваливают уборщики, Т-лимфоциты, которые зачищают уже не православную клетку от греха, чтобы больше не производила всякую мерзость. Теперь непонятная фраза «векторная аденовирусная вакцина» должна звучать иначе. И теперь главный вопрос. А вакцины-то эти работают? Ну, вообще, чтобы ответить на этот вопрос, есть несколько фильтров. Первый – это публикация в авторитетном научном издании 3 фаз испытаний. Среди российских вакцин первый фильтр прошел только «Спутник». Кто-то вспомнит, что в Ланцете, когда Гамалеи опубликовали результаты 2 фазы, на нее накинулась куча международных ученых, подписывали ноты сомнения и указывали на странные совпадения и маленькую выборку в 20 человек. Но вот потом была публикация 3 фазы. Там и инфа уже об испытуемых под 20 тысяч, и международные спецы в этот раз вой не подняли по поводу косяков публикации. Даже сейчас можно найти такие отзывы на Ланцете, мол, разработчики слишком сильно торопились, методы непрозрачны, но вот 3 фазу оформили норм. Если хотите, нажмите на паузу. Второй фильтр – это принятие регуляторов. Понятно, что наш принял, тут даже не обсуждается. Хотелось бы, конечно, чтобы зарегистрировал ВОЗ и ЕС, но пока это в процессе. Отчасти влияет и то, что у нас тупо нет людей, способных правильно подать документы и отчеты для международных организаций. Ну, потому что Россия этим не занимается в принципе. Уже этого достаточно, чтобы сузить список рассматриваемых вакцин до одной, а многие ученые заявляют, что Эпивак Корона не рабочая по своему дизайну. Просто погуглите Ольга Матвеева Эпивак Корона, на этом мы останавливаться не будем. Но вот что лично меня тормозило от вакцинации? Ну, типа, окей, да, организм обучается на шипах, а потом по этим шипам распознает реальный вирус, подстреливая его антителами. Хорошо. Но шипы какого вируса-то? Спутник тренирует иммунитет по уханьскому вирусу, а сейчас сколько этих штаммов? Британский, южноафриканский, Россия вот начинает косить индийский. Как вакцина, созданная из уханьского вируса, подходит для других? Потом я посмотрел, в какой именно части мутировал коронавирус. А оказалось, что мутация всех популярных штаммов – это замена последовательности аминокислот, кодирующих как раз шип. Чаще всего в рецептор-связывающем домене, который отвечает за связывание с АПФ2. На нашем упрощенном примере мы называли его замком. То есть вакцина тренирует антитела в борьбе с ключами устаревшей версии вируса. Так думал я. Ну, логично же звучит. Но вот проблема. Когда ты ни хрена не разбираешься в теме, то твоя логика кажется логичной как раз из-за твоей невежественности. Просмотрев и прочитав множество независимых ученых, оказалось, что дело не только в антителах. Оказалось, что у человека существует еще Т и Б клеточный иммунитет. Б-клетки, например, это как раз те инструкторы, которые обучают антитела на конкретную цель. После первого столкновения с заразой они станут клетками памяти.
И вот тут внимание. Эти же клетки допиливают снайперов в случае модификации вирусов. Именно поэтому важно, чтобы возникал не только гуморальный ответ, то есть появление антител, а еще клеточный, чтобы формировались Т и Б клетки памяти, которые помнили конкретного врага и в случае чего быстрее поняли, что перед ними новый штамм старого, но уже знакомого засранца. Да, новый штамм имеет такую способность, как ускользание от иммунитета. Это когда не все снайперы уверенно палят по врагу, потому что враг-то чуть изменился. Но, во-первых, тут может помочь увеличение антител. А во-вторых, клеткам памяти нужно намного меньше времени, чтобы распознать мутировавшего негодяя. Поэтому вакцины, созданные на базе уханьского вируса, показывают эффективность и с новыми штаммами. Откуда это известно? Допустим, что мы не верим нашим врачам и властям. Исходим, так сказать, из современных реалий. У нас, к сожалению, исследований не проводят, или, по крайней мере, не публикуют. Поэтому можем посмотреть на западные вакцины. И вот у британцев есть подтверждение, что первая доза AstraZeneca снижает вероятность появления симптомов на 33% для индийского штамма, а вторая доза бустует наш иммунитет до 60%. Почему вообще берется оксфордская вакцина? Она по своему дизайну точь-в-точь спутник Ви. Обе двухинъекционные. Отличие лишь в том, что у спутника вектора 2, аденовирус 26 и 5, а у AstraZeneca используется только один транспорт – аденовирус шимпанзе. То есть с точки зрения самого дизайна спутник учитывает чуть больше возможных исходов, о чем могут говорить иностранные эксперты. В отличие от AstraZeneca, в нем используются два различных векторных вируса для первой и второй дозы. Это очень разумно, поскольку тем самым можно предотвратить потенциальное снижение эффективности из-за иммунной реакции на векторы. В общем, знание об уханьском спайковом белке все еще полезно нашему иммунитету. Но ведь вакцины делают не только ради ненаступления симптомов, а ради перенесения в легком варианте, чтобы не потрепать легкие, чтобы не подключиться к ИВЛ и чтобы не попасть в долгий постковидный синдром. Так вот, все те же британцы заявляют, что первая доза прививки снижает вероятность госпитализации на 75%, а вторая доза на 94%. А как же побочные эффекты, спросите вы? Вообще лично мне вот этих данных уже достаточно, ибо что непонятного из прошлого предложения, которое говорит, что второй компонент снижает вероятность попасть в больницу на 94%. Многие, вероятно, вспомнят пугающие заголовки СМИ, что AstraZeneca вызывает тромбоз. Звучит действительно страшно. Только вот если залезть в первоисточник европейского регулятора, то окажутся такие цифры. Случаев тромбоза 86, летальных из них 18, то есть с многими из них можно справиться. А привито было 25 миллионов человек. То есть риск возникновения тромбоза вот столько процентов, а умереть вот столько процентов. Я даже не знаю, как такие числа произнести, зато я знаю, как произнести число 4%. Именно такая вероятность тромбоза при ковиде. Подобная логика работает и с другими вещами типа инсульта. Тут работает правило: обрубок вируса не может быть опаснее самого вируса. Так, пока монтировали выпуск, вышла очень важная информация. В авторитетном научном журнале Nature вышла статья о спутнике Ви. Сейчас я зачитаю некоторые выдержки. Еще не опубликованные исследования Министерства здравоохранения Буэнос-Айреса в Аргентине с участием 40 тысяч вакцинированных и 146 тысяч невакцинированных людей в возрасте от 60 до 79 лет показало, что однократная доза Спутник Лайт, это, напомню, первый компонент обычного спутника Ви, снижает симптоматические инфекции на 78%, а количество госпитализаций на 87%, а смертей на 84%. В Буэнос-Айресе, Аргентина, после вакцинации 683 медработников не сообщалось о случаях нарушения свертываемости крови или нежелательных явлениях. Бразилия провела анализ после 2,8 миллиона доз спутника Ви и сообщила об отсутствии смертей, связанных с вакцинацией, а у пациентов наблюдались в основном легкие побочные эффекты. В республике Сан-Марино после первой дозы у 2500 человек и второй дозы у 1300 человек не обнаружили серьезных побочных эффектов. Также припомнили коммент члена Европейской комиссии, который сказал, что Европе абсолютно не нужен спутник. Это к возможным причинам торможения признания спутника ЕС. А теперь продолжим. Но ведь есть и другие побочки. Конечно, есть. Они прописаны в инструкции. Температура, озноб, мышечная головная боль, боль в месте инъекции. Но если мы не верим правительству, то тогда обратимся в интернет.
В соцсетях, помимо порнухи и чернухи, могут твориться классные дела. Есть телеграм-канал, в котором волонтеры собирают информацию о побочках спутника. Некоторые отчеты оформили даже в презентацию. И что мы таки видим? В побочных эффектах числится температура, головная боль, озноб, боль в месте введения, в общем, абсолютно все, что написано в инструкции. Кстати, интересная корреляция. Старшее поколение прививку переносит легче. Видимо, связано со слабым иммунным ответом. Остальные отчеты, а именно несколько десятков тысяч, можете посмотреть в телеграм-канале. Кому интересно, кто боится и сомневается, не знает, что ждать от прививки, можете просто почитать людей. Мы же пообщались с администраторами Телеграма, и сейчас будем просто зачитывать текст в формате вопрос-ответ. На экране за раз вы будете видеть полный ответ. Так что хотите жмите на паузу и читайте сами, хотите слушайте. К следующему блоку мы перейдем вот на такой минуте. Поехали. Расскажите о проекте. Кто ведет группу? Наш проект объединяет на одной площадке людей, которые верят, что вакцинация поможет защитить от COVID-19 и приблизит конец эпидемии. Мы собираем отзывы вакцинированных, следим за новостями о вакцинации и научными статьями, опровергаем фейки о вакцинации. Примеры реальных людей повышают доверие. Наш проект волонтерский, группа самоорганизовалась спонтанно. Сейчас активных участников чатов, администраторов чатов, волонтеров, которые делают статистику, консультируют, у нас более 50 человек, а количество участников чатов несколько десятков тысяч. Среди наших волонтеров есть биологи и врачи, есть программисты, менеджеры и даже театральные режиссеры. Некоторые были волонтерами, мейкеры против ковид и переводчики на карантине. Как проходит модерация случаев? Специальной модерации обычных отчетов у нас нет. Но если сообщают о серьезном нежелательном явлении, то мы связываемся с автором отчета, расспрашиваем о случае подробнее и просим прислать сертификат о вакцинации и медицинские документы с диагнозом, выписки после госпитализации с затертыми персональными данными. Просим продублировать информацию на почту разработчику вакцины. Сколько случаев госпитализации после второго компонента? С декабря по апрель мы не зафиксировали ни одного тяжелого случая COVID-19 у вакцинированного «Спутник Ви». Болели очень редко и всегда легко. Обычно это был насморк и субфебрильная температура несколько дней. В мае произошел резкий рост случаев заражения после вакцинации «Спутник Ви». Мы поняли, что нас накрыла новая волна эпидемии с новым штаммом задолго до новостей в СМИ. Появились и госпитализации. В мае заболело 130 человек, но госпитализаций очень мало. Один из первых грустных случаев – студентку заразили одногруппники из Индии, и она заразила свою вакцинированную прабабушку. Для дельта-штамма важно поддерживать высокий уровень антител. Пожилым нужно его проверять и вовремя ревакцинироваться. А были ли зафиксированы смертельные случаи? Да, нам написали о смерти после 2 инсультов и одном редком аутоиммунном заболевании после вакцинации пожилых людей, но в их медицинских документах связи с вакцинацией нет. Уровень антител они не измеряли, возможно, их и не было. У пожилых не всегда формируется иммунитет после прививок. Бывают и случаи, когда вакцинируют Эпивак-Корона вместо спутника. В России привили миллионы людей. И, конечно, кто-то из пожилых людей умер после вакцинации по законам статистики. Не нужно все списывать на прививки. Можно ли сказать, что у вас были сообщения о 3 смертях из 5000 отзывов на сайте? Нет, на сайте только то, что мы оформили в графике. 3 смерти на десятки тысяч отзывов из телеграм-канала. Сколько точно у нас отзывов, мы сами не знаем. 3 от ковид и 3 после вакцинации. Связь с вакциной сомнительна. После не значит вследствие. Также выборка у нас смещена. Многие как раз нас находят, чтобы сообщить о плохом. Когда все хорошо, отзывы не пишут. Есть ли статистика всего повторных заболеваний после 2 компонента с разбивкой степени тяжести течения болезни? Это было бы очень показательно и убедило бы многих, я думаю. Статистику мы готовим, пока ее еще нет. Скоро хотим сделать. Также готовим данные от источника из Депздрава Москвы. Каково лично ваше мнение? Вакцинироваться или нет? Вакцинироваться нужно обязательно. Новый штамм Дельта из Индии стал более опасным для молодых людей. Многие невакцинированные 20-40-летние лежат в реанимации. Да, эффективность вакцин немного ниже от нового штамма. Но вакцины все равно работают. Они снижают ваши риски заразиться и риски заболеть тяжело. Когда люди пишут о заболеваниях в больших семьях или коллективах, мы всегда видим, что вакцинированные болеют намного легче, чем невакцинированные. Лучше всего вакцинироваться «Спутник Ви». Он одобрен уже в 65 странах. По нему больше всего данных и статистики. Он точно работает.
Кстати, в июне два наших админа вакцинированных «Спутник Ви» были в очень тесном контакте с заболевшими и не заразились. В нашей стране сложилась дурацкая ситуация. Впервые за долгое время в России создали важный и крутой продукт, конкурирующий с зарубежными аналогами. Но вот с пиар-компанией продукта жутко обосрались. Хреновое оформление первой плюс второй фазы клинических испытаний, торопливое решение, что он работает до получения данных, надежды на пожизненный иммунитет, а потом давайте-ка раз в полгода. Мутная история с поставками в Словакию, привлечение лотерей с автомобилями, вакцинация добровольная, но обязательная, но рекомендация, но вас уволят, невозможность дать людям доступную информацию. Все это подорвало в край доверие и к разработчикам вакцин, и к властям. И это, конечно, дико, что приходится выискивать независимых ученых по фейсбукам, читать их посты, смотреть стримы, сравнивать с исследованиями похожих вакцин и обращаться к народным статистикам. Такую работу должен проводить Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, а не волонтеры, блин. Но с другой стороны, хорошо, что мы вообще нашли эти источники для принятия такого важного решения. Я был в группе скептиков по российским вакцинам вообще, а сейчас дописываю текст, уже будучи привитым. Поэтому я хочу поблагодарить президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича за величие нашей страны. Спутник, Россия, Путин! Видите, как пробрало? Работает прививочка-то! Нет, на самом деле я хочу поблагодарить компетентных людей, которые рассказали, какие вакцины работают, а какие нет, которые ведут эту народную статистику, хоть им, блин, никто не платит. Они пролили свет на многие пробелы. Ищите в описании ссылки на материалы, там будут полезные ссылки, также и имена врачей, за которыми следил я, которые, даже не зная для себя, помогли подготовить этот выпуск. Уверен, что в выпуске были ошибки и недочеты с биологической точки зрения, но этот выпуск и есть отражение мыслительного процесса по разбору темы для принятия решения. Добавлю лишь еще один вопрос на размышление первой группе – конспирологам. Те, которые считают, что вакцинациями нас собираются убить. Скажите, кто опора существующей системы власти? Это Росгвардия, армия и прочие силовики. А теперь скажите, если бы вакцина убивала людей, всю эту миллионную охрану системы прививали бы? Вряд ли. Да и системе куда выгоднее вы живые, потому что плати налоги. Я уверен, что НДС покупок за 1 месяц вашей жизни в несколько раз перекрывает расходы на производство вакцины. Так что идеальный человек для системы – это вечно работающий и вечно потребляющий гражданин. А закончу выпуск я цитатой одного из ученых, эволюционного биолога Георгия Базыкина. Именно взаимодействие непривитых и привитых – это ситуация, максимально способствующая эволюции вируса, при которой как раз происходит отбор вариантов, способных все-таки уходить от иммунитета и перепрыгивать на вакцинированных. Недопривитая страна станет инкубатором для новых штаммов. Damn.